Через несколько часов в Нью-Йорке на старом кладбище начнется прощание с внучкой Софии Ротару, 20-летней певицей и моделью Софией Евдокименко. Молодая девушка, проживавшая в Америке, ушла из жизни 4 дня назад в результате уличного ограбления. Похороны будут проходить в узком кругу в присутствии украинской диаспоры Софии Ротару и ее близких подруг. Звезды шоу-бизнеса на траурной процессии не появятся. Преступники, которые участвовали в ограблении, были пойманы, однако заказчик ограбления пока не найден. Но сегодня стали известны шокирующие детали следствия, которые могут в корне изменить дело о трагической гибели Софьи Евдокименко. По первоначальной версии, внучка Софии Ротару вместе со своим молодым человеком, французским бизнесменом Франсуа, возвращалась с ночной дискотеки и стала жертвой нападения уличных хулиганов. Девушка погибла, а ее молодой человек оказался в больнице и на следующий день сделал шокирующее заявление, что к гибели внучки Ротару причастен внук Софьи Михайловны Анатолий Евдокименко. Якобы бизнесмен увидел его во время ограбления в близстоящей машине. Однако полицию смутил тот факт, что сам молодой человек Софии Евдокименко абсолютно не пострадал в результате ограбления, отделался лишь легкими царапинами и ушибами и уже на следующий день вышел из больницы. Действительно, ситуация достаточно странная. На девушку нападают 4 хулигана, а ее молодой человек жив и невредим. Также удалось установить, что у Софьи Евдокименко и Франсуа был совместный прибыльный бизнес – сеть летних кафе в городе Нью-Йорке. Сеть летних кафе приносила молодой паре почти $3 миллиона в год. Ну а еще более запутали ситуацию подруги Софьи Евдокименко, которые утверждают, что внучка Ротару и Франсуа в последние месяцы часто ссорились из-за передела бизнеса. Пока нет официального подтверждения этим данным, но полиция прорабатывает эту версию. Однако на данный момент главным подозреваемым является 28-летний Анатолий Евдокименко, брат Софии, который несколько месяцев назад сбежал из тюрьмы. Против него есть неопровержимые доказательства. За несколько дней до гибели Софии Евдокименко в доме Франсуа и внучки Софии Ротару было совершено ограбление. Были похищены ценные бумаги и документы на наследство Софии Ротару. В доме были обнаружены отпечатки пальцев Анатолия Евдокименко.